Зачем вообще жениться? Я попросил Нурану Ханум сделать разбор меня. Вы достаточно колкий мужчина, вы достаточно резкий мужчина и любите провокации. Я думала, что за нотки агрессии. И чуть глубже понаблюдав, я поняла, что, наверное, это нарциссические нотки, колкости ваши. При этом я все равно приветствую браки в раннем возрасте. Не ранние браки, а в раннем возрасте. То есть между 20 и 25, по мне, это хорошее время, чтобы жениться и выходить замуж, но с условием. Тебе дали базовые навыки выбора, это первое. И второе, что у родителей есть право вето. Он разгильдяев сразу быстрее распознает, и альфонсов, и дебилов, и абьюзеров, и дегенератов. Вы душой своей делитесь? Душой своей делитесь? Я достаточно открытый человек. Просто когда ты понимаешь, что первый выбор на тебя... Быть открытым и делиться душой — это не одно и то же. То есть мужчина очень скрупулезно относится, вот то, что американцы body count, сколько женщин было мужчин до тебя. Не каждый понимает вообще, что такое любовь. Не каждый может полюбить женщину, не то что ребенка чужого. Не каждый может полюбить своего ребенка. Инстинкт у мужчин. Зачем любить? Зачем любить? Да. Вы еще хотите ребенка? Для меня это не принципиально, так скажу. Мне достаточно моей малышки. Не вопрос принципиально, я просто спросил, вы хотите или нет. Я сейчас отвечу. Чуть-чуть терпения наберитесь, вы прям меня перебиваете очень часто. Почему я еще не женился? Это первый, самый часто задаваемый вопрос мне. Второй вопрос знаете какой? А зачем вообще тебе жениться, Фархат? Наслаждайся жизнью, у тебя есть деньги, у тебя есть здоровье, ты симпатичный, успешный мужчина. Зачем вообще жениться? На этот вопрос мы попытаемся сегодня ответить все вместе. Я делаю психотерапевтическую сессию на все русскоговорящее население планеты. И сегодня у меня в гостях психолог Нурана Хусейнова. Но кажется, вы не только психолог, правильно? Все верно. Я семейный психотерапевт в гештальт-подходе. Я врач-акушер-гинеколог по первому образованию также. И я женский сексолог. Отлично. Мы с Нураной Ханум делали один проект, она организовывала женский форум. Я был единственный приглашенный туда мужчина-спикер. В Азербайджане как-то на темы мужской перспективы и, наверное, экономической, реалистической перспективы на взаимоотношения я чаще всего говорю, пытаясь привести людей в чувство. И у нас с Нураной Ханум завязался разговор. Нурана Ханум сама тоже разведена, уже около 5 лет, если не ошибаюсь. 5,5 лет. Да, у меня 4 года. Но она тоже не замужем. Да. И я не женат. И не подумайте сейчас, я не то самое, не пытаюсь познакомиться, я просто подумал, что же нам мешает, вроде бы успешным, молодым, я относительно не так молод, вы молоды, что нам мешает? Я попросил Нурану Ханум сделать разбор меня, но с одним маленьким условием. Я также чуть-чуть разберу ее. Я не психолог, не особо я поведенческий экономист, нам преподавали психологию масс, но не индивидуальный психолог, далеко от гештальтов и прочего. Но я вам хочу показать, возможно, какую-то другую перспективу о том, как думают успешные мужчины, потому что, скорее всего, я думаю, вы тоже хотите выйти замуж за успешного мужчину. Я немножко расскажу, как мы думаем. Давайте поехали начинать. Давайте я буду первым, кого вы разберете, а потом я вас немножко потриггерю. Хорошо. Вы хотите, чтобы я сразу начала разбор? Давайте. Мы с вами сколько уже? 3-й раз мы с вами, встречаемся? Да. Я наблюдала за вами. И на нашей первой встрече, когда мы с моей партнершей были, понаблюдала за вами, как вы ведете подкасты, понаблюдала, как на форуме вы реагировали эмоционально. Я бы, наверное, сказала о том, что сначала вы выглядите очень интересным мужчиной, который достаточно эмоционально реагирует на женские эмоции. Да? Аккуратно так скажем. Вы достаточно колкий мужчина, вы достаточно резкий мужчина и любите провокации. Я наблюдала, думала, что касательно агрессии, потому что тема агрессии для меня очень важна в мужчинах, и я очень наблюдательна в этом плане. Я думала, что за нотки агрессии. И чуть глубже понаблюдав, я поняла, что, наверное, это нарциссические нотки, колкости ваши, но за этим всегда что-то стоит.
Поэтому на нашей последней встрече я у вас немножечко поспрашивала. Не знаю, сейчас я могу вас тоже поспрашивать перед аудиторией Да, касательно... конечно, без проблем. Я не отрицаю, что у любого успешного мужчины есть нотки нарциссизма, у него есть нотки макиавеллизма, возможно, немножко психопатии. Это та самая, то, что в поведенческой экономике мы называем черной триада, dark triad. Главное, чтобы они не выходили за выше среднего уровня. То есть нарциссизм, мы знаем, что это болезнь. Ее должен ставить психиатр. У меня такая известная шутка есть. Ваш экс-бойфренд, он не является нарциссом и абьюзером, да, потому что вы не можете ставить такой диагноз из-за психологической травмы. Но девушки в основном, когда они расстаются с парнями, вот раньше, вот наши, когда там родители расставались, и если есть классическое, почему я развелась, он пил, курил, да, или и бил иногда было. Да, вот сейчас, когда девушки расстаются с парнями, они говорят, он абьюзер и нарцисс. Да, ну, опять-таки, невозможно, потому что вот нарциссизм, что это неуверенность в себе. И эта неуверенность в себе двигает тобой в молодом возрасте. Ты хочешь большего, ты хочешь, а то, что не уверен, ты начинаешь всем пытаться доказывать. Даже тот же самый синдром самозванца, он очень полезно сказывается до какого-то времени на твоем успехе в карьере, в работе. Поэтому я не считаю это чем-то зазорным, иметь какие-то нотки нарциссизма, макиавеллизма или же возможно, даже какой-то психопатии. Мне иногда говорят, у тебя бешеный взгляд. Возможно, что-то есть. Давайте проясню более детально. Все, что нужно знать перед тем, как выходить замуж или жениться, это, во-первых, структура личности, организации, психотип, это тип привязанности, ценности и, наверное, понимание того, куда движется вообще человек. Боже мой, кто так женится? А как же романтика? Вот увидел, полюбил, там дофамин в голову стукнул. Я ее так люблю, хочу. Или она его такой восхитительный. Мы про это можем сказать касательно ранних браков. Целый анализ надо говорить. Люди же не разбираются. Это же нереалистичный подход. Вы знаете, ко мне приходят молоденькие девочки. Молоденькие – это от 20 до 40 приблизительно. Молоденькие. Молоденькие, красивые, молоденькие, прекрасные девочки. И зачастую, очень часто ко мне приходят с запросом «я хочу выйти замуж за олигарха». Они не понимают, кто такой олигарх, какая система ценностей там, какая их жизнь может ожидать и так далее. Но я начинаю щупать девушку, женщину. И, к сожалению, нет понимания вообще о мужской психологии, о женской психологии, ни о чем. Но если человек хотя бы немножечко разбирается, я не говорю о том, чтобы читать постоянно тяжелые книги психологические, да, Фрейда или еще кого-то. Я говорю, чтобы иметь минимальное психообразование, чтобы распознавать, кто перед тобой стоит. Когда мне было 18 лет, я ничего не понимала. Хотя я была очень послушная, умная девочка из достаточно где-то консервативной, традиционно религиозной семьи, хоть мы и жили в Украине. И у меня не было понимания о мужчинах совсем. Почему? У меня папа был холодный эмоционально. Он все делал для нас. Как и почти все папы, да. Ну, не все, почти я не все. скажу, да. Он меня очень любил, я его была всегда любимицей. До 12 лет он меня носил на плечах, так сказать. Но он был эмоционально холодным и неразговорчивым от слова совсем, да. И была грань определенная. Он только работал, спортом занимался, чудесно привил у меня любовь к спорту, лыжи, каток, санки, велосипед, ну, все что угодно, верховая езда, все. И мама была у меня очень заботливая, все тоже для нас делала, но тоже холодная эмоционально была. И гиперконтроль был у нас. Но сейчас я ее понимаю, почему так происходило. Мы жили в Украине, в Киеве, чужая страна, чужие люди. Я была всегда яркая, и я понимала, почему меня настолько оберегали. Постоянно сопровождал меня водитель, вплоть до магазинов и так далее. Я понимаю ее. У меня сейчас дочка растет, ей 8 лет. Я бы, наверное, плюс-минус так бы растила в плане безопасности свою малышку. Растили были, растите? Ращу. Сейчас она точно так же растет. Я все время говорю, все женщины говорят, что я не буду как мама, а в конечном итоге потом все равно веду себя как мама. В плане безопасности однозначно, но в плане любви, заботы и так далее, в плане тепла я совершенно другая, мы противоположности. И я веду к тому, что реально 18-19 лет девочки и мужчины, парни тоже не осознают, кто перед ними. И они не могут распознать мужчину, который может навредить ей, к большому сожалению. Поэтому я занимаюсь тем, чтобы я помогала распознавать. Я полностью с вами согласен, что
самое важное решение в жизни человека – это не его карьера, это не его образование, это не туда, Однозначно. куда он пойдет, это твой партнер по жизни. Я всегда об этом говорю. И, к сожалению, ни в семье, ни в школе, ни в университете, нигде мы этому не учимся. И если ты, в принципе, пытаешься вести праведный образ жизни, правильный образ жизни, то есть ты можешь или с очень большим количеством мужчин и женщин, перестречавшись, зайти в отношения, через этот опыт узнать обо всем этом, что не очень хорошо, что для мужчины, что и для женщины. Согласна. Или же должен быть настолько осознанным и понимать об этом, что самому учиться этому. То есть я всегда говорю, что в первую очередь нужно на себя полагаться. И суть моего подкаста, и почему я вообще вошел в социальные медиа, именно это было обучить. Потому что я в 40 лет, разведясь, понял, что я вообще ничего не понимаю в отношениях. Не понимаю женщин, что вам надо, как вам надо. Мгм. Да, и, соответственно, как бы это было причиной создания этого подкаста «Потенциалиста», чтобы помочь молодым. 35% моих зрителей – это ребята, девушки между 18 и 25. И как бы направить их, даже не направить их, наверное, дать перспективу, другую, не то, что они слышат, что вот самое важное – это карьера, самое важное – это образование, что это все должно быть в приоритете. А отношения потом, в конце, в 30, в 35. Да, и ты уходишь потом к тому, что я называю параличем мозговым, да, то есть ты столько думаешь, параличем анализа, столько ты всего знаешь, столько ты всего прочитал. Мне кажется, это тоже не очень хорошо. Мне кажется, вот нужно базовое что-то знать и из этого исходить. Вы тоже вышли замуж в 18, если я не ошибаюсь. 18 Да? помолвилась, Я, 19 да, замуж 19 вышла. вышли замуж. Я в 21 был помолвлен, 22 вышел, женился, 23 стал отцом, и все вот в этом нагоняю. И при этом я все равно приветствую браки в раннем возрасте. Не ранние браки, а в раннем возрасте. То есть между 20 и 25, по мне, это хорошее время, чтобы жениться и выходить замуж, но с условием, да, что тебе дали базовые навыки выбора, это первое. И второе, что у родителей есть право вето в этом возрасте. Потому что отец будет лучше знать парней, которые за его дочкой ухаживают. Он разгильдяев сразу быстрее распознает, и альфонсов, и дебилов, и абьюзеров, и дегенератов. Поэтому у отца должно быть право вето в выборе мужа для своей же дочки, а матери, наверное, должно быть право выбора, право вето при выборе жены для своего сына. В идеале, вот у нас есть такая красивая традиция получить благословение родителей. Вот зря мы отходим от этого, зря мы вот детей отпускаем, вы своясь, идите принимайте какие хотите решения. Согласна. Да, и вот моя философия этого заключается в том, что если дети подготовили, мы, родители, подготовили, направили, я вот там с 13 лет своему там сыну учу, как понимать женщин, как понимать себя, там будь мужчина, открывай маме дверь. С сестрами чуть тяжелее, почему-то он младший, сестры старшие, и, к сожалению, младших братьев пока к сестрам нету этого, да, то, что как бы женщин он их не видит, он видит как предмет, там, с кем можно поиграться, да, то есть... Это мне знакомо, у меня тоже Да, младший да, к брат. сожалению, вот между братьями и сестрами вот это джентльменство я его научить не могу пока что, да, но с матерью как бы, да, вот этот пример проходит успешно. Если мы как бы подготовим их, суть в чем? У нас самое энергетичное, активное время – это 20-40 лет, когда мы можем и семью построить, и образование какое-то получить, и карьеру выстроить, и, может быть, даже недостаточно умные, рассудительные, чтобы вляпаться в историк под названием брак. Потому что чем больше я думаю, тем больше я понимаю, вот как прекрасно живут люди, которые мало думают. Да. Они не входят в вот этот гиперанализ и не парализуют свои движения этим гиперанализом. Потому что реально очень страшно. Тебя могут предать, тебе могут изменить, от тебя могут уйти, тебя могут обижать, тебя могут избивать. 70%, особенно для женщин, это вообще, я не понимаю, зачем вы замуж выходите иногда, потому что 70% всего насилия по отношению к женщинам со стороны их мужей происходит, да, по Это правда. статистике, да, к сожалению. У меня точно Да. так же это произошло. Но при этом мы же хотим connection, мы же хотим, чтобы у нас была связь, мы же хотим любить и быть любимыми. В своей сути, нашей человеческой. Возможно, это ошибочное мнение. Может, не надо connection иметь, может, не надо
вообще любить и быть любимыми? Что вы думаете на эту тему? Я считаю, что это одно из самых важных М. моментов в нашей жизни. Любить и быть любимыми. Близость очень важна. Не зря же Бог нас создал парами. А, Ну, если человек не верит в Бога, какой у вас еще аргумент есть? Тепла всем хочется. Одиночество очень сильно пугает многих. Страх одиночества это огромная тревожность. Ну, лучше же быть одним, чем вместе с кем попало. 100% Ну, согласна. Ни с кем попало нужно строить отношения. Поэтому я и говорю, нужно разбираться в психологии мгм, женщин и мужчин. Но сначала нужно разобраться в себе. Кто ты такая, кто ты такой, да? мгм. Что ты из себя представляешь. Потом уже познавать партнера, так сказать. Поэтому Вот я... разберите меня, да вот мне 44 года, Мгм. я хочу жениться, но не могу. А что вам мешает жениться? Что М? вам не нравится в женщинах? Не нравится? Мне все Да, нравится в все женщине. нравится. Да. А что, они отвергают вас или что? Давайте я вам дам расклад. Давайте. Вроде симпатичный молодой человек, успешный в карьере, умеет говорить, холостой, то есть, что немаловажно. То есть много симпатичных 44-летних, возможно, даже состоятельных мужчин, но они, к сожалению, в большом случае для незамужних девочек, скорее всего, или в счастливом браке, или непонятном каком-то другом браке. Да? Какие у меня опции есть? Это девушки до 30 лет, это один вариант. Что в них хорошо? Это те девушки, которые еще верят в искреннюю любовь. Они не травмированы жизнью. Их там никто не бросил, не обманул, не развелся, не оставил там с детьми. Они тебя искренне любят. Отлично. Это приятная часть. Напрягающая часть иногда исходит из этой же любви. Они могут тебя дико ревновать к твоему прошлому. Это твоей бывшей жене и к твоим детям. И особенно, если они еще хотят своих детей. То есть, есть выбор, или она тебя будет безумно любить, но ты должен потом как-то управлять ее этой ревностью по отношению к твоему прошлому. Это нелегко на самом деле. И особенно к детям. То есть, вы представляете, моей там дочке одной 21, другой 18, сыну 14. Ну, вот сейчас у меня родится еще там ребенок, там будет первые там 2 года что-то такое на полу ползающее. Да? Мне понятно, как взрослому мужчине, потому что роль отца – это игра с ребенком. До 2 лет, в принципе, ты играть с ним не можешь. Ну, мусюсю максимум можешь сделать. А 14-летним сыном интересно. Вместе ходим на спорт, вместе проводим время, вместе ходим на хайкинг, на горы забираемся. Вот эта ревность в конечном итоге разрушит брак. Ни одна женщина в мире не может стать между мной и моим ребенком. Никогда. Это вот этот контрбаланс. Все в этой жизни в балансе находится. Что-то даешь, но этот маятник с другой стороны тоже забирает. Или же она там по практическим соображениям может выходить замуж, потому что надо, окей, да, какой-то там что-то там попалось, да, окей, ладно, закрою глаза, чисто вот с галочкой тик, но они очень часто инфантильные бывают, ищут тебе там роль спасателя своего папы. А это еще один ребенок, у меня 3, еще 4-го ребенка тоже не хочется. То есть вы хотите взрослую женщину, Да, мудрую. теперь приходим в категорию женщин 30-40, разведены, у них свои дети есть, детей они больше не хотят. Меня плюс-минус это, наверное, устраивает, потому что у меня 3 детей на моей шее, всех их там финансировать, отправлять, учиться и так далее тяжело. И плюс я считаю, что вот это золотой возраст мужчины, да, 45, когда у тебя все есть, и еще есть достаточно здоровья, чтобы сделать мах ближе к своей цели. Я не считаю, что мах надо делать там в разврат, гулянки и так далее. А именно, чтобы каждый мужчина есть цель, которую он хочет осуществить в этой жизни. Сейчас ты можешь полностью на этом сфокусироваться, учитывая, что у тебя уже дети практически все большие и А взрослые. какая у вас цель? Да, моя цель потенциалиста – это как можно большему количеству людей, обычных людей, помочь разбогатеть через разные инструменты инвестирования и помочь среднему и малому бизнесу развиваться дальше. То есть вот это достичь потенциала как обычному человеку, вне зависимости, он азербайджанец, не азербайджанец, научить его думать, понимать психологию денег и расти в этом направлении. И среднему и малому бизнесу. Вот это 2 идеи, которые крутятся. Я хочу развивать это в очень большие инструменты, которые помогут людям выходить. Мне для этого фокус нужен. Масштабировать это все. А какая ваша цель мужчины в отношениях, в браке? Чего вам хочется? Да, вот я вот сейчас вот это скажу, вот, что я увидел. Да? Я что думаю, что я хочу? Я хочу понимания, я хочу, чтобы женщина понимала, что
Мой приоритет – это я сам и моя миссия. Мой приоритет не женщина, мой приоритет не семья. Это ж в центре круга стою я, и моя миссия стоит. Все остальные – это второй, третий круг. Да, и дальше. Так Да. получается, семья — это не самый важный проект в вашей жизни? Конечно, нет. Зачем? Семья в жизни ни одного мужчины не самый важный проект. Мужчина приходит на этот свет что-то создать и уйти к чертовой матери. Да? Мы матеря, мы строим дороги, мы строим мосты. Потом иногда приходят балбесы, которые бомбят эти дороги, эти мосты, войны делают. Но так или иначе, мужчина — это в хорошем смысле созидатель, тот, кто строит эту планету. Все политики, все руководители всех крупных компаний, строители и прочее — это все мужчины. Но мужчине нужна энергия, чтобы вот это все делать. Да? Ему нужен ресурс, который ему будет это все давать. Он вот пошел, построил мост, там сделал своему народу хорошо, да, если вот возьму там президентом или обычный рабочий, который там строил сегодня мост, он пришел домой, он где-то должен найти свое спокойствие. Вот это его спокойствие, которое он получает дома. И женщина — это то, что дает ему. И он взамен этого дает ей все, что он получает взамен этих ценностей, которые он создает для общества. То он делится с этим вместе с ней. Чем именно он делится? Чем именно он делится? Я услышала, что вам нужна женщина-ресурс, женщина-энергия, женщина-успокоение, которая будет понимать, что у вас есть дети, что нельзя вас ревновать сильно, нужно грамотно выстраивать отношения с ними, с вами, нужно понимать, грубо говоря, свое место в этом всем. И... Да. Что мужчина дает? Это что вот классическое понимание маскулинности? Это ответственность за нее и за семью. Это защита ее семьи. Это provision, да, на английском provide. Обеспечение ее. Вот это, в принципе, 3 вещи, которые мужчина... То, в чем нуждается женщина, так сказать. Я не знаю, в чем нуждается мужчина, это то, что должен давать мужчина, как мне кажется, в отношении. Дальше остальное — это уже плюшки. Эмоционально, это как эмпатия. Мужчины не эмоциональные существа, да, в своей сути, да, эмоциональный интеллект мужчины там на уровне собачки какой-нибудь, да. Поэтому сидеть, ждать, что после того, как он эти все 3 основные функции даст, потом еще будет эмоциональный какой-то там с высоким интеллектом, он будет тебя понимать, прислушиваться. Это уже полюшки, которые очень редкого количества мужчин есть, и, скорее всего, у которого они есть, это бета-самцы. Вот у них эта часть развита, женская, феминная часть. Но у них будет слабая часть маскулинности. Я бы это сильно так не обобщала бы. Я более простым языком объясню, чтобы аудитории было понятно. Успешные мужчины, реально, они идут с нарциссичными нотками, психопатичными нотками. Это правда. Можно и стероидов брать и так далее. Действительно, эмоциональный интеллект очень страдает у таких мужчин. Действительно, они не сильно эмоциональны, они не сильно эмпатичны, но есть мужчины, которые очень эмпатичные и при этом успешные. Их малое количество реально. Их еще меньше, вообще практически не найти. Сейчас мужчины очень хорошо развивают себя. Я вижу, что вы очень начитанный мужчина, вы очень хорошо разбираетесь в психологии. То, что я разбираюсь, то, что я читаю, изучаю и разбираюсь в этом, не делает меня каким-то 100%. другим. Вот к этому я и вела. Можно знать обо всем этом, но не всегда понимать, какой я на самом деле. Вы передо мной стоите достаточно вот начитанный, симпатичный мужчина, статный мужчина, успешный мужчина. Но это красивый образ. Мне хочется познать, а какой вы настоящий, да? Страх уязвимости, возможно. Конечно, страх отвержения, возможно. Какой вы в этом? И тогда уже женщине становится понятнее, кто перед ней стоит, да? Что это за мужчины? Потому что женщина тоже, конечно же, приходит с определенным образом. Вы тоже потом расшифруете, как вы меня видите, да? Как вы вначале сказали. Но соприкасаются-то душами. И если мы уже в таком возрасте 30, 35 плюс, 40 плюс, если у нас есть определенные знания, да, плюс-минус это более поздние браки, если мы будем говорить о ранних и поздних браках, то тут целесообразно будет встречаться с настоящими, да, нашими частями, где-то соприкасаться теневыми частями, да, и только тогда возможна близость.
В таком ключе более обобщенном, как вы рассказали, что я буду ей давать безопасность, опору, Вопрос, что она мне обеспечение. может дать. Вот мне больше всего вот этот вопрос мучает. Потому что все, что я думаю, вот давайте вот возьмем для примера. 30-летняя женщина, скажем, мы сейчас разобрали проблему до 30, холостые девушки никогда не были в отношениях, отлично. Теперь возьмите другой пример. Что меня смущает в женщинах, там 30-40, у них там один, может быть, два ребенка, они разведены, сколько-то лет пытаются тоже выстроить отношения. Были какие-то отношения, тоже там не знаешь, сколько было, потому что там просто на слове надо доверять. Тут нужно фундаментально углубиться в уязвимость мужчины. Помните, на вашем форуме я говорил, уязвимость женщины – это безопасность. Женщина всегда ищет безопасность. И любой мужчина, который даст ей это чувство, он ее сможет овладеть. Уязвимость мужчины – это женщина. Или вот тот классический пример. Когда изменяет мужчина, женщина его спрашивает: ты ее любишь? Если ответ нет, ей спокойнее. Потому что если любишь, это ее уже идет уязвимость. Это безопасно, он уйдет к ней, оставит ее без ресурсов, без заботы, без внимания, без защиты. А если просто переспал, ну окей, обижусь, но потом вернусь. А большинство женщин, 90% женщин с этим Вы смиряются. очень сильно Не-не, обобщаете и 100% увеличиваете говорю. процентное Я вот соотношение. прошу вас, женщин, если там ваш муж там, то, что уехал в командировку, придурок там напился, к нему какая-нибудь женщина с пониженной социальной ответственностью пришла, вы уйдете из-за этого от него. Вот, честно напишите в комментариях. Вот. А для мужчин уязвимость это. То есть мужчина очень скрупулезно относится вот то, что американцы body count, сколько женщин было мужчин до тебя. Это потому что его уязвимость. Это постоянное сравнение. У тебя больше, у тебя меньше, он лучше делал, он хуже делал. Страх конкуренции. Да, страх конкуренции у всех мужчин он есть. И, соответственно, вот в этом промежутке разведенная женщина уже уступает с точки зрения, он всегда будет больше бояться с ней, чем с девочкой, которую он не... Чисто по мужской психологии. Ну что Араз Агаларов не мог там жениться на 40-летней разведенной, там Бакальчук, допустим, да пошел на 20-летний женился. Ну там совершенно другая система. И большая часть миллиардеров и богатых людей, они в принципе идут по этой стезе. Редко, которые как Безос там с матерью троих там и так далее, который там свою грудь и попу оголяет до всех подряд, женится. То есть это очень редко бывает. Да, соответственно, в этом промежутке женщины, их проблема в чем, да, которые я вижу? Они на тебя смотрят, как на спасателя. В том плане, что они травмированы, их, скорее всего, придурки мужья, которые не обеспечивают, не дали им ни квартиры, ни машины, ни их детей не обеспечивают. То есть, если у женщины вот эти базовые потребности там бывшим мужем как-то покрыты, они больше ориентируются на чувства. Потому что когда есть безопасность, ты больше можешь фокусироваться на чувствах. Пока безопасности нету, ты не будешь фокусироваться на чувствах. То есть они в первую очередь, ты для них просто банкомат. Это вот в этом промежутке. У них всех требования, там оранжевый iPhone, Dyson, машина, квартира и прочее. Мы говорим ты о для них в первую дефицитарных. очередь как это. Это мне неприятно. Это Потому что я считаю, дефицитарное. Извините, я вас перебью, буду иногда вас Да, перебивать, конечно. чтобы у нас получился такой терапевтический подкаст Давайте. все-таки. Это дефицитарные женщины, девушки, точнее, да? Это Незрелые. большинство азербайджанского общества. Почему азербайджанского? Потому что, во-первых, у нас мужчины придурки. То есть, когда они разводятся, нормально не разводятся, они оставляют там женам достаточного финансового спокойствия, чтобы они могли выстраивать свою жизнь не через эскорт, не через быть чьей-то содержанкой, любовницей, второй, третьей, четвертой женой. Это большая проблема нашего общества. Да. Если они бы это делали, они бы хотя бы выстраивали бы уже больше своему статусу, да, соответствующего выстраивали бы отношения. И это, к сожалению, я с пониманием отношусь ко всем этим женщинам, которые там вынужденно примеряют на себя роль любовницы, там, второй жены или содержанки. Правда, это глубоко травмированные и нуждающиеся в дефиците женщины. А как еще быть? Я просто представляю, если бы я был бы один с ребенком, даже как мужчина, я был бы один с ребенком, и мне нечем было бы прокормить, я не знаю, я бы там и с гейми пошел встречаться в стрип-клубе, там танцевать, на Uber работал бы с утра до вечера, я бы
своего Вот, ребенка можно прокормил бы. работать, можно Нет, реализовываться, не можно... хватает. Мы, понимаете, мы живем в Азербайджане. В Азербайджане средняя зарплата 500-600 манатов, да, то есть насколько бы ты там не работал бы, если у тебя нету квартиры, ты живешь в аренде, потому что тебе там муж не оставил, как-то отец не помог, ты к родителям не можешь, там миллион причин может быть, да, то есть средняя зарплата Азербайджана будет у тебя просто на аренду уходить, даже на еду тебе не хватит. Мы не в Америке живем, мы не в Европе живем, мы достаточно бедная страна, да, если мы говорим об Азербайджане. Тут нету тех заработков, о которых вот эти девочки, которые считали олигархов. Ведь все олигархи, девочки мои, да, все заняты уже давным-давно. Да. Я немножечко Мгм. опровергну эту тему. Сейчас женщины намного лучше работают мужчин. Сейчас женщины, которые пострадали от мужчин, намного активнее реализовываются и зарабатывают деньги. Я скажу, что реально есть. У меня есть клиентки, эскортницы, и вторые жены, третьи жены, и любовницы. Но их не настолько много, как вы Я описываете. не У говорю, что их меня много, я просто говорю, что азербайджанские реалии таковы, что нету много заработка в стране. 100%, но сейчас мир искусственного интеллекта, сейчас социальный мир, сейчас есть другие заработки, помимо госучреждений, помимо чего-то еще. Сейчас мои девочки, клиентки, господи, как они пашут. Как они пашут, чтобы себя обеспечивать, обеспечивать своего ребенка. И никто из них, большая часть из них, не хочет быть любовницами-содержанками. Это глубоко травмированные девочки, и мужчины зачастую не совсем понимают психологию этих девушек и женщин. Я понимаю, что это из прекрасно нужды. понимаю. Это из нужды зачастую происходит, но реализованных женщин намного больше. Понимаете, вот моя проблема с психологами в чем, да? У вас нету достаточно большой статистики, к вам не приходит, скажем, 1000 человек, 1000 пациенток с одной стороны, в одной и той же демографии, тот же самый, что возраст был, доход был и прочее, чтобы сделать статистический анализ. Вам приходят обычно проблемные люди. Счастливые люди не приходят к психологам. Да? Счастливые люди сидят, у них там свой дом, муж и прочее. У вас вся ваша статистика выстроена на фейлере, на провалах. Соответственно, я всегда смотрю демографию. Я смотрю, что средняя зарплата по Баку 1200 манат. Средний мужчина чуть-чуть больше зарабатывает на процентов 5-10, но если на одной и той же работе, в одной и той же сфере, столько же лет опыта, такой же возраст, разницы практически никакой нету между мужчиной и женщиной. Я из этого исхожу. Тут даже в Баку 1200 манат, а тут 60% на налоги, если вы заберете, это уже остается 500 манатов. То есть среднестатистическая женщина в Азербайджане живет на 500 манатов. Какие бы тут возможности не были в Азербайджане, да, в искусственном интеллекте, да, все равно ты ограничен рынком, а рынок сам по себе бедный. Ты здесь не сможешь заработать столько же, сколько ты сможешь заработать за границей. Я к этому лишь говорю, что возможности есть, надо работать, но все равно и будет очень большое количество в бедных странах. Почему институт семьи еще важнее, чем в богатых странах? Там зарплата нормальная, социальные там выплаты нормальные. На бедных странах, как Азербайджан, намного легче вдвоем быть, находиться и вместе строить семью, и вместе зарабатывать, и вместе прокармливать. То есть же поддержка, это как бы дополнительные уменьшение затрат и прочее. Потому что не И две меньше квартиры, одна тревожности. квартира, одна машина, не две машины и прочее. Да? Соответственно, в таких бедных странах, как Азербайджан, в паре развиваться всегда выгоднее. И, соответственно, женщины будут искать. Но если она ограничена в ресурсах, ее первую уязвимость, которую надо закрыть, это надо закрыть ее безопасность. Мгм. И вот эта часть, я хоть ее понимаю, да, я большой эмпатией понимаю, но внутри все равно меня коробит. Ты же вроде бы неплохой парень, да, Фархад? Почему тебя просто твою душу не могут, да, полюбить? Да, вот. Почему тебя только вы там посмотрели там ролик, что я там в Сибризе живу, там у меня есть миллион на счету, и вот давай ему напишу. Да? Вот эта часть меня не покидает. А вы душой своей делитесь? Душой своей делитесь? Я достаточно открытый человек. Просто когда ты понимаешь, что первый выбор на тебя... Быть открытым и делиться душой – это не одно и то же. Почему нет? Можно быть очень открытым, прямолинейным, а делиться душой – это совершенно иное. Это когда нужно немножечко выключить рационализацию. Мужчинам тяжело это дает. 100%, но это возможно. Если женщина не чувствует безопасность эмоционально, я сейчас не говорю о ресурсах. Если женщина чувствует, очередь, что мне кажется, мужчина... ресурсная безопасность должна быть. Я Нет? сейчас объясню. Если я вижу, что передо мной Фархад Парвизи, который качается часто и качает, любит качать.
Сегодня он очень культурный, интеллигентный, теплый. Завтра он может быть очень избегающим или отвергающим, да, допустим. Это чисто мои наблюдения. То женщине будет небезопасно. Женщине какой? Девочка не распознает это. А женщина более взрослая сразу поймет, что происходит у мужчины. Насколько ей безопасно рядом с ним. Вы хотите взрослую женщину. Взрослую я имею в Я виду. не знаю, чего я хочу. Вы хотите мудрую, взрослую женщину с опытом, потому что первое, что я услышала, чтобы она меня не ревновала к моим детям. Маленькие девочки не понимают, что нужно понимать, кто такие дети для моего мужчины. И это частичка его. И нужно будет как минимум уважать и заботиться о них. Я более чем уверена, что для вас это очень важно. Полюбить вы тут не заставите, но как минимум уважать и заботиться, да, проявлять хоть какую-то теплоту она должна. У меня есть малышка, я точно такое же жду от своего будущего супруга. Как минимум, чтобы он уважал, заботился, полюбить, иншаллах, полюбит, так скажу. Если вот человек меня любит, я верю в то, что он и полюбит мою малышку. Детей разве любить нелегко? Не каждый способен полюбить чужого ребенка. Не каждый понимает вообще, что такое любовь. Не каждый может полюбить женщину, не то что ребенка чужого. Не каждый может полюбить своего ребенка. Инстинкт у мужчин. А зачем любить? Зачем любить? Да. Зачем любить? Большинство браков строится на уважении, а на взаимной ответственности. Это же достаточный стимул для того. И эти браки намного более крепче, чем браки, построенные на любви. Нет, самые крепкие браки – это осознанные браки. Когда есть 3 компонента. Я обожаю 3-компонентную теорию любви. Я всегда ее придерживаюсь. Да, вы читали тоже, окей. Это что? Давайте повторим, чтобы они тоже понимали. Это страсть, влечение в первую очередь. Когда вы чувствуете, что вас влечет. Ну, это если ты страстный, да, человек? Нет. Это же... Нет. Нет. Наплевать на секс. Ну, подождите. Это же более редкое количество. Если Разве? мы говорим про Азербайджан, в Азербайджане достаточно темпераментные мужчины и женщины. Просто об этом никто не говорит. Об этом говорят на терапии зачастую. Я еще и женский сексолог, я работаю с женщинами по теме сексологии. Второй компонент, что очень важно, эмоциональная близость, это то, Дружба. что... Дружба, да. Это то, что вы говорите, я открытый, но там на самом деле по-другому нужно подходить к этому вопросу. Эмоциональная близость, доверие и дружба. И третье – это ответственность и обязанности. Конечно. Если какого-то компонента нет, это уже незрелая любовь. У меня есть пример. Он же даже там пока не обязательно не зрел. Он 6 разновидностей любви дает Стенберг. Да? То есть дружеская любовь может быть. Нету, если одного из компонентов. Идеальная любовь, когда все 3 компонента. Но я очень глубоко верю, что идеальная любовь для избранных. Вот эти 3 идеальной компонента. Любви не существует. Вы любите идеализировать? Да, вот это там Меджнун, если возьмем, или Ромео и Джульетта, там, я не знаю, когда Меджнуна даже львы не кушали, потому что он настолько любил, в нем было столько любви, и ему все равно было, Лейли его любит или не любит. Это вот такая без привязанности любовь на стороне. То есть, если Лейли бы вышла бы замуж за другого, он продолжал бы ее любить. И эта любовь, она в книгах описана. Безусловно, любовь бывает к родителям, и у родителей к детям. Да? Наши мамы, наши отцы могут нас, безусловно, любить. Но взрослые люди не понимают, что безусловная любовь во взрослой жизни у взрослых людей почти не бывает. Вы говорите, что мне даст женщина? Меня это, допустим, как женщину уже пугает. Когда взрослый мужчина говорит, что «а что мне даст женщина?» Вы же ожидаете, что я дам вот эти 3 компонента. Защиту, ответственность и ресурсы. Как минимум 3. Если мы пойдем к Ориону Тарабану, он вообще туда добавляет и романтизм, и привлекательность, и 3, и 10. Там списки не ограничены. То, что вы ждете от мужчины. Вы знаете, когда случается любовь? Когда люди расслаблены, когда выключают рационализацию, и когда человек проходит определенные моменты своей жизни, трансформационные, и он очень устает. И у человека наступает период, когда его реально все достало. Он уже изучил все, что можно было, и тогда он понимает, что пусть будет как будет. Расслабляется, отпускает контроль полностью.
И тогда есть возможность случиться любви. И когда Но есть случается возможность, что и не случится. 100%. Мгм. Так Если... долго можно просто ждать, засидеться до Не 60 лет в ждать. На одиночестве. Бога надейся и сам не плашай. Мгм. Я обожаю это. Я всегда говорю, мужчина не свалится вам на голову. И Как и женщина тоже. 100%. Мгм. Нужно действовать. Хотя Нужно... многие говорят, что свалится. Твой человек, не надо его искать, он сам придет. Есть тема предопределения, да, наша религия, 100%. Вы знаете, я всегда очень сильно контролировала все в своей жизни. Очень сильно. Это у меня от мамы. Я начала изучать чуть-чуть глубже религию и поняла, что насколько я вообще Всевышнему доверяю в этом плане, в плане создания семьи. Я тоже беспокоилась о том, что, боже, кто же мой будет будущий муж, кто будет отчимом или, иншаллах, отцом для моей малышки, да, так сказать. Вы еще хотите ребенка? Для меня это не принципиально, так скажу. Мне достаточно моей малышки. Но Не вопрос, в принципе, я просто спросил, вы хотите или нет. Я сейчас отвечу. Ага. Чуть-чуть терпения наберитесь, вы прям меня перебиваете очень часто. Моя девочка очень хочет себе братика или сестричку. Ей прям этого очень сильно не хватает. Она мечтает о, так сказать, полноценной семье, да, где есть фигура отца, матери и ребенка. Где-то у меня пару лет назад было чувство вины из-за того, что я развелась, чувство несправедливости. Она у меня очень чувствительная, она очень все анализирует, замечает. Это и в школе постоянно подмечают. И мне очень хочется, конечно же, осуществить ее мечту. Поэтому если мой супруг захочет, то в любви мне тоже этого захочется. Я в этом уверена. То есть ребенок должен быть именно ваш второй. Не обязательно, что муж там придет со своими детьми, они будут такой большой. Я детей очень люблю. Мгм. И у меня есть такая нотка, что если я мужчину люблю, то я по-любому полюблю его детей. Почему? Я считаю, что это частичка их. Поэтому частичка моего Как мужчины. минимум 50% ДНК, извините, да, как мужчина сейчас буду все математизировать. Да. Поэтому у меня с этим проблем совершенно нет. Хоть зачастую и холостые без детей сватаются, но для меня это окей. У меня есть ребенок, значит, у этого мужчины тоже может быть ребенок. И это нормально. Окей. Так вот, любовь, значит, важна все-таки. Это важнее всего. Для меня, для женщин она очень важна. И для мужчин она очень Для важна, женщин однозначно. чтобы мужчины не говорили касательно своих проектов, касательно своей деятельности и так далее. Без любви, без женщины нет смысла заниматься этими проектами, масштабироваться. Рано или поздно мужчины захотят где-то остановиться. Рано или поздно... У вас еще дети есть, да? У вас есть смысл в вашей жизни определенный. Но мужчины без детей, без жены и так далее, они не идут реально так громко, так масштабно, не шагают так. Изредка есть 100%, но это больше исключение. Мужчин ничего достаточно. Им достаточно, чтобы они себя хорошо чувствовали, чтобы была квартира, да, какая-то съемная или нет, без разницы, чтобы, возможно, была какая-то женщина, секс был и так далее. Но прямо глубинно, чтобы они приносили пользу в общество и занимались реально масштабированием, для этого нужен стимул, для этого нужна женщина и дети. Давайте я вас почалленджу на эту тему. Если смотреть на статистику, однозначно женатые мужчины в среднем зарабатывают больше, чем холостые, и больше даже, чем разведенные. То есть какой-то magic в этом есть, какая-то магия в том, что какой-то есть стимул от семьи. Но я хочу ваше мнение как психолога знать. Мужчина это делает ради своего эго. Это моя женщина, мой ребенок, и у них должно быть все самое лучшее. Для себя или все же для них? Ваше мнение. Нарциссичные мужчины это делают ради эго. И женщина должна это понимать и принимать. И стероиды, например, это делают точно не для эго. Они делают это для безопасности. Чьей? Своей и жены, детей, да, если они есть в жизни. Если просто если все же для своей, то опять для себя получается. Для себя и для женщины. И стероиды вообще сами по себе. Кто это такие стероиды? И стероиды это я. Это что? Объясните. И стероиды это личности, которые очень любят демонстрацию,
очень любят сцену, очень любят проявляться. Им очень нужно восхищение. Про шизоидов тоже подойду, шизоиды. А, Мгм. Но им очень важна безопасность. Если нет безопасности, то нет смысла ни в чем. Когда же истероиды, то много истерики устраивает, окей. Кстати, многие так ассоциируют, на самом деле нет. На самом деле эмоции, реальные стероиды очень эмоциональны, но если они сублимируют свои эмоции, да, если М, они себя хорошо понимают, если они сублимируют в работу, в мгм, деятельность, да, в творчество какое-то, то там все идет шикарно. Если они в этом не м. разбираются, это самые истеричные женщины, к большому сожалению, самые ревнивые, истеричные женщины. Есть и мужчины стероиды, да, это много звезд различных, Мгм. очень много, Чем демонстративных. отличается стероид от нарцисса? Нарцисс, страх уязвимости, пустота. Нарцисс — это тот, который, может восхищаться женщиной и в то же время М. жестко ее И обесценивать. стероид не может это делать? Нет, и стероиды зачастую нет. Мгм. Есть психопатичные. Это психопатичные нотки ярко выраженные можно разделить, а можно психопатов, да, разобрать. Психопатичные расстройства — М, это 2 разных. И можно мгм. акцентуацию брать, можно организацию, структуру личности и так далее, психотипы. М, психопаты — это, я всегда говорю женщинам, если вы хотите реально быстро разобраться в мужчинах, вам нужно понять. Психопат — это тот, говорит, человек, который говорит: "Я тебя сейчас ударю", и он берет и ударяет женщину. То есть он реализовывает свои фантазии. М. Здравый человек, он может реально в плане агрессии, во время агрессии что-то сказать агрессивное, не очень здравое, но если он не реализовывает это не М. психопат, это не абьюзер, да, как сейчас любят об этом говорить, что все мужики абьюзеры и так далее. Реально это все очень сильно поднимает не в том ключе. Э, У вас нарциссическая, да, Что-то структура? есть, не спорю. И психопатическое, наверное, тоже что-то есть. И от Макиавелли тоже что-то есть. Мгм. У меня По-другому в этой жизни не выжить, да, не прийти к тому, к чему я пришел. 100%. У М, меня, истероидная, с нотками нарциссический склад ума у меня, который я проявляю полностью в своей деятельности. Это м, вкусно, красиво получается. м, Есть очень-очень классные мужчины-шизоиды. Это айтишники, у которых IT-компании и так далее. Они постоянно в себе, они не допускают женщин сразу к себе, они долго ее проверяют. У них ценность идет через... У них все идет через ценность. м, Все. м, Не получится прийти и сказать, что очень богатому шизоиду, что купи мне Биркин. Он м. не купит. Почему? Потому что он посчитает, что это просто огромная трата денег впустую. Но если прийти ему сказать, что слушай, это просто бомбическая инвестиция, шизоид задумается и, скорее всего, купит. Мгм. Шизоид после доверия уже начинает вкладываться в женщину, в семью. Да, у Мгм. него этапы определенные. У Ну, нарциссов нет. У нарциссов, допустим, все очень ярко, они ярко ухаживают, они любят играться. Есть пограничники. Это я сейчас обобщаю, очень мгм. быстро рассказываю, чтобы понимали. Есть пограничники, у них постоянно качели, у них внутренние конфликты вечно. Эм, Сегодня он любит вас безумно, завтра он вас терпеть не может, раздражается, не хочет вас видеть, хочет паузы делать определенные и так далее. Это если мы сейчас обобщили разные М. психотипы. Мне какой психотип, какой я тест могу пройти, чтобы понять? У меня есть тесты определенные, можем Мгм. с вами сделать, Да, чтобы вы глубинно поняли да, свою интересно было бы, структуру. да. Да-да-да. Мгм. Да, по типу привязанности, скорее всего, у вас Ну, это избегающий. понятно, да. У Да. всех мужчин в Азербайджане избегающих типа привязанности. Нет-нет-нет, совершенно нет. Ну, как бы, да, мы, в моем поколении в основном все избегающие. Нет, от слова совсем. Не М. всегда. Девочки в Надежных основном очень все в мало. тревожнице, потому что папа много работали, денег было мало, любви не проявляли. Касательно этого, вот я не поспорю, реально тревожницы, Мгм. тревожный тип привязанности. Надежного типа очень мало в Азербайджане. Да, так, мне кажется, везде их мало. Возможно, но в Азербайджане вообще Да. крайне редко можно встретить, но можно любой тип привязанности довести до надежного. Можно поработать над своей структурой, над своим фундаментом, да, над своей Вы базой. тревожница? Я была когда-то Мгм. А тревожной, сейчас погранично с безопасным или чисто безопасно? надежная, я надежная, да, Мгм. да, 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 да. Тревожности сейчас у меня как таковой нет. Мгм. Я всегда наблюдаюсь у своего психотерапевта. У меня еженедельно свой терапевт обязательно есть. И у любого Сколько вы в год тратите на это? времени Своих или денег? денег, Да. это На большой. супервизии. Ну, просто интересно, о какой сумме речь идет, чтобы вот
бедный человек смог свой там тип привязанности изменить на безопасность? Сколько денег надо на это потратить? Ну, давайте так, смотрите. Мгм. Я сначала окончила медицинский университет, у меня есть база медицинская, да, 8 лет, я акушер-гинеколог. Дальше у меня сразу 2 образования началось. У меня семейная психотерапия, еще 2 года. Дальше у Мгм. меня самое фундаментальное мое образование – это гештальт-терапия. Не, вот сейчас вы сколько тратите на супервизию своего дополнительного психолога, который вам помогает вот все свои, ну, как бы слабые стороны, те, которые вам мешают жить, и их как бы убрать и привести? Ну, Я просто бюджет смотрите, хочу понять. окей, еженедельно мой психотерапевт – это $70 в неделю, да? Неделю. Один Мгм. раз в неделю, но это только мой психотерапевт. И 280 у меня долларов. постоянное обучение. Я постоянно себя развиваю, я очень И любопытная. мне вот интересно, то есть если я не хочу развиваться как психолог, я просто хочу улучшить свой тип привязанности. Да, Нужно то есть просто найти своего психолога, психотерапевта, не психолога, а психотерапевта, да, все-таки, психотерапевт. чтобы это было более глубинно. Психологи Мгм. работают на поверхности, психотерапевты более глубинно. Это страшно, это больно, но это очень эффективно. Это не быстро делается, чтобы люди понимали. В Азербайджане, к большому сожалению, люди думают, что есть волшебная палочка, он придет, ему все расскажет. Да, диагностику можно сделать. Я на первой сессии делаю всю диагностику, расспрашиваю, как Мгм. следует диагностику, разбор делаю. Но потом, что делать с этой диагностикой? Человек не понимает, что знаний недостаточно. Потом уже начинается терапия. То есть, в принципе, есть психотерапевты более начинающие, но тоже очень здравые, за $30-40. Мгм. То есть, в принципе, и за 30 манат есть психотерапевты, да, в Азербайджане. В принципе, достаточно того, чтобы было психообразование, то есть это терапевт, плюс книги определенные читать. Не любите читать книги, подкасты слушаете, аудиокниги, да, там столько возможностей на Мгм. самом деле. Если человек просто хотя бы хочет себя понять и попытаться изменить, есть сейчас много бесплатного ресурса для этого. И тогда вот у меня вот другой вопрос. Вот вы столько много времени и денег потратили на познание себя, на изучение психологии других. Почему вы не замужем? Хороший вопрос. Я ранилась, да. У меня было физическое, социальное, эмоциональное насилие на протяжении 5 лет. Это было жестко, очень сильно. То есть это не то, что многие думают, пирщиля вырубла. То есть одна пощечина у Нураны была, и она развелась. Те, которые меня не знают. Это было стабильное физическое насилие, очень жесткое, с травмами. Я ранилась. Доверие к мужчинам у меня полностью погасло в то время, да, Сколько вам лет было? когда я развелась. Да, вот когда у вас погасло доверие к мужчинам. Первые 1,5 года я ничего не соображала в браке. От слова совсем. Я занималась только спасательством. Да? На самом деле круг Капмана происходил у меня. Я то жертва была, то спасатель. Он агрессор, то он жертва. И мы Потом по вы стали кругу. агрессором и развелись. Я не стала агрессором. Я вообще... Вы наверняка подали на развод. Я это делала очень постепенно на самом деле. Мгм. Я за полгода с ним как бы прощалась телесно, ментально, духовно. Я ему это объясняла, он не хотел меня слышать. Ртуть в ухо там ничего не лили? Нет, Что делала? Ртуть в ухо там, я не знаю. Нет, господи, Какие нет. привороты там. Нет. Я Окей. даже не... Я хоть и стероид, но я даже чашку не разобью во время ссор. Я... В агрессор вы не превратились? Нет, Такого. я не говорю, что нет во мне агрессии. Я, кстати, это тоже очень интересная тема вытеснения, да? Мгм. Когда мы не познаем себя, свои тени, свою агрессию, свои желания, потребности и так далее. Тоже очень интересная тема. Поэтому нет, я агрессивно не расставалась. Я хотела это спокойно сделать. Я даже в суде не была. То есть Мгм. это через доверенность адвокатов происходило. Вами движет до сих пор эта травма? Поэтому вы не замужем? Нет, травма Да мною... почему не замужем? Ну, я сейчас объясню. Мгм. Травма мною точно не движет, но первое время не было доверия от слова совсем. Я когда вообще развелась Сейчас есть доверие? к мужчинам, Да. есть доверие и уважение, Вот, однозначно, окей. да, но не просто так, что я кого-то увижу и сразу доверюсь, нет. У меня идет автоматический анализ.
И если я вижу, что плюс-минус безопасный мужчина, я не идеализирую мужчин. Если я вижу, что плюс-минус безопасный мужчина, он мне Поэтому не... вы не замужем, потому что безопасного мужчину сейчас найти очень тяжело. Что такое безопасный мужчина, Фархат Бey, для Безопасная меня? часть, безопасная привязанность, да, которая Нет, нет, классически. нет. Он будет вас понимать, если вы хотите избегать, даст вам возможность избегать. Если будет тревожный цикл, он придет, обнимет вас, будет Нет, понимать все боже ваши мой. циклы. Вы идеализируете. Мгм. Я не верю, что есть такой мужчина, который вот ну настолько будет понимать Нет, меня. практически нет. Не только вас, вообще никакой другой это женщины. не есть мужчины, которые, ну это такое редкое количество, нет. Если я хочу выйти, если я сама успешная, реализованная, если я сама стою на ногах, обеспечиваю себя, да, могу себе обеспечить реально комфортные условия, путешествия и так далее, то, конечно же, я захочу такого же, да, мужчину, хотя бы на одном уровне. Я не говорю про олигархов, и я туда не Я стремлюсь. согласен, женщины всегда встречаются горизонтально вверх, то есть как минимум, как я, но лучше выше. Мужчина всегда встречается горизонтально вниз. Конечно, я забеременею, у меня будет ребенок, у меня будет декрет. Мне хочется знать, что мне будет безопасно, и моим детям будет безопасно. И мужчинам То есть намного... какой должен быть заработок у него минимальный, чтобы хотя бы горизонтально на вашем уровне быть? Я не буду тут называть сумму. Не, вы говорите, сколько он хочет, сколько он должен зарабатывать. Я все-таки не буду называть сумму. То есть это мужчина, который своим трудом, для меня еще важен, откуда этот заработок, каким путем, какие ценности, какой масштаб у мужчины. Для меня это очень важно. Миссия мужчины очень важна, потому что для меня просто мужчина, который зарабатывает, боже, их полно. Да. То есть в Азербайджане, в Баку средняя зарплата 1200 манат. Нет, да? я не рассматриваю госдеятелей, я рассматриваю свободных мужчин, в смысле в плане профессии, в плане деятельности, заработка и так далее. Я так понимаю, где-то 10 тысяч плюс, да? Это предприниматели, бизнесмены, да, какие-то. Так возьмем, да. Я не знаю, конечно, я сейчас Да, «Расскажи Богу планы» называется, Понятно, да. конечно. Да, я не знаю, да. Допустим, какой-нибудь хороший предприниматель, который там 10 тысяч плюс зарабатывает, но он работает в Садараке и продает елки. Вас устраивает? Нет. Почему? Хороший вопрос. Почему? Потому что для меня еще важен... Да, чтобы наши люди из СНГ знали, Садарак это такая толкучка, это как Черкизона в Москве, да, вот приблизительно вот это. Потому что... То есть он честным путем зарабатывает. Это то, что мы говорим, халал деньги зарабатывает. Он торгует елками, очень хорошие деньги зарабатывает. В чем проблема? А для вас нормально было бы, если бы женщина была очень простая, с прекрасной энергией, легкая, красивая, но 120 килограмм? Это не одно и то же. Для меня 120 килограмм уже некрасиво. Я говорю, я вашим критериям соответствующего человека, да. Нет, для меня будет ненормально. Для меня важно, чтобы он может быть в тени, но... То есть он может быть владельцем магазина елок. Фархат Бey, я публичная личность, меня знают многие. Поэтому Вы для уже меня... эго заговорила. Для меня, конечно. Для меня важен образ если это мужчины. профессор университета Колумбии, это, ну, сказала не Колумбии, какой-нибудь там БГУ, очень уважаемый человек, но зарабатывает 4000 или 2000 манат. Очень статусный человек, в нем много книг, монографий, тоже нет. Нет, дело не в статусе, да. Вот теперь это даже не в статусе. И не смотрите, в деньгах. подождите, дело не только в статусе, да, это должна быть комбинация. Человек может быть в тени, человека может никто не знать. Мне не важно, чтобы была какая-то обеспеченная семья, да, за спиной отцов совсем. Наоборот, я очень восхищаюсь мужчинами, которые сами своим трудом поднялись. Это для меня просто восторг всегда. В Азербайджане таких мужчин очень мало. Вот сами сказали, что таких мало. Которые сами своим трудом поднялись, 100%. Я росла среди мужчин, которые сами поднимались. У меня мужики все трудоголики. Мой он брат, должен быть мой азербайджанцем, ваш избранник? Пару лет назад я всегда говорила о том, что только азербайджанец и больше никто. Сейчас я долго с этим работала. Я понимаю, что в Азербайджане мне сложно будет, возможно, найти. Но мне бы очень хотелось, чтобы это был азербайджанец, если честно. Почему? Но традиции, ментальность, культура. Не надо что-то объяснять. Один язык. Куча там переплетений на самом деле. Да, в Украине жили. Да, но для меня это важно. Я на азербайджанском тоже говорю. Для меня важно, чтобы мы передавали традиции нашим детям, да, наш род. Христиане люди, нет. Мусульманин, мусульманин это прям категорично. А четвертой женой к шейху арабскому пойдете? Фархат Бey. Просто интересно. Вы же понимаете, что если женщина красивая, умная, востребованная, к ней будут свататься из разных уголков и разные мужчины.
Я не буду скрывать, было дело, что даже женатый мужчина предложил мне быть второй женой, сделать свадьбу. Его первая жена тоже знает, они уже там что-то Мгм. решили. Ну, А, Для меня это невозможно. ну, ты просто, как мы сказали, мусульманин, как будто вам религия очень важна. А почему вы нас Я там с 16 лет молюсь. Бог, Я, да, то, что я, Бог разрешает, против этого идете? я росла в достаточно религиозной семье с современными нотками, так сказать, хоть мы и жили в Мгм. Украине. Я очень закрыто росла. Мы отдыхали только в исламских отелях, я в купальнике не купалась, я очень закрыто в то время одевалась. Были запреты, были... И для меня это было нормой. Я когда Мгм. замуж выходила, тогда такая же норма пришла, но не через религию, а просто через запреты. Поэтому для меня это было нормой. Сейчас я более современная, так сказать, да. Но для меня религия очень важна. Для меня вот эта вот картина того, как мой мужчина молится, и я рядом молюсь. Моя малышка знает уже суры, тоже Мгм. потихонечку рядом со мной То есть молится. это должен быть такой мусульманин, хорошо зарабатывающий. В каком возрасте? Максимум сколько может быть? Просто интересно. Мгм. 55, окей? Нет, Нет, вы просто что? интересно. Нет, нет, нет. Я думаю, плюс-минус, я не знаю, 10 лет, я не знаю. Ну, я Вам сейчас так. 30, правильно? Мне То есть 30. он 40-летним должен быть. Ну, я так думаю, да. Мусульманин, который Да. очень сильно верит в Бога, но при этом не будет навязывать на вас, что надо покрыться, скромно одеваться, а мы на море ходить не будем, Блог закрой. Да, блог да. закрой. Ну, блог, как бы, понимаете, у меня однозначно есть red flag, если у женщины есть открытый Инстаграм-профиль, через который она, не зарабатывает деньги, и, не использует ее как платформу просвещения, то сразу нет. То есть я Мгм. вообще не Из каких рассматриваю. соображений вы так мыслите? А зачем мне? Потому что это женщина, которая ищет сторонней валидации. Вот и все. То есть, если это ее бизнес, она там что-то продает, услуги, продукты свои, отлично, окей, то есть это как бы канал продаж. Там нету там фотографий, там голых ног, попы и прочего. Да, или же она занимается просвещением, если вот как я, да, допустим, я не зарабатываю на своих социальных медиа, но я там пощу контент, который, как мне кажется, кому-то может быть полезен. Это адекватное желание. Главное, Да. чтобы вы сразу об этом говорили, и главное, чтобы подходящий партнер был понимающий, да. Я, М. например, сразу говорю, что для меня блог это реально не какая-то показуха, Нет, это я поэтому в вашем случае, как бы ваш блог я видел, там нету ничего такого, как бы у любой холостой девушки есть это, да, как бы социальная медиа является предметом привлечения внимания, не надо как бы лукавить, от этого тоже исходить, но после того, как ты замужем, там ставишь, там замужем колечки, там есть сигналы, да, которые распространяются там, и если она не получает восхитительных вот этих внутренних эмоций от каждого директора, который она получает от какого-то дебила, который ей написал, что вы такая красивая, такая восхитительная, то есть она просто, да, удалить, тогда все нормально. если женщина голодна, девушка, Да. то, конечно, ей это будет важно, да, Большинство вот это женщин еще восхищение. неутолимы, да, в своей жажде и в своем голоде, это тоже есть, да, поэтому для меня всегда красный флаг. Если у девушки есть открытый социальный профиль, через который это не ее бизнес и это не просвещение, да, сразу нет. А если, допустим, у нее такой вот, ну не блог, а просто открытая страница, как вы говорите, и вы скажете, что для меня это неприемлемо. Я Норм вообще ли даже для не тебя? буду с ней общаться. Настолько вы Да-да-да, категоричны да, в да. этом плане. Окей. Это red flag, мне неохота времени. Время – это мой единственный ресурс, который невозобновляемое мое богатство. И мне Мгм. неохота его тратить На что? На то, что на... вы скажете, что для меня это не окей, она И закроет вообще страницу? заговорить с человеком, потратить на его время, познакомиться, энергию потратить. Зачем? Ради чего? Потому что человек ищет стороннюю валидацию, а это уже не мой человек. Сейчас очень сложно выходить замуж, Фархат Бай. Окей, допустим, у меня блог и так далее, но у меня куча девчонок, у которых просто реально открытые страницы. Очень напрасно, надо закрыть. И Ни се- один высокоценный мужчина не будет с вами в отношениях с такой женщиной. Я вам честно говорю, просто не будет. Это сразу red flag для нас. Познакомиться, ха-ха-хи-хи половить и прочее, да. Серьезные отношения нет. Не обманывайте себя. Есть у меня куча Ну, клиенток, есть у меня клиенты тоже ну, высоко... кто в Тиндере, скажем, Не да, в там Тиндере, я не не про подхожу. Тиндер. Ну, Есть окей, да. сейчас Инстаграм. То Ну, же вы, конечно, самое, тоже в да, то же крайности самое. А идете. чем Тиндер от Инстаграма Нет, отличается? нет, нет. Показуха, да. Нет, Тиндер это сайт знакомств. А А если у Инстаграм женщины, холостой женщины открытый Инстаграм, это не то же самое. может, Камон.
Может, для нее это адекватно, может, для нее это Для норма. нее все что угодно может быть. Я не спорю, что для нее. Я говорю, что это для высокоценного мужчины, это неадекватное поведение для женщины. Я это хочу донести мысль. Вы же для нас делаете. Она же хочет привлечь Не молодого, факт. богатого, состоятельного, успешного, понимающего, слушающего, заботящего, защищающего мужчину. Хочет. Нам такие неинтересны, вам честно говоря. Поэтому в этом все. Так вот, почему вы не замужем? Нету таких мужчин. Есть прекрасные мужчины, которые сватаются с Почему большим... нет, говорите? Последний, кто к вам сватался, и почему ему сказали нет? Ну, это достаточно личная Ну, информация. в среднем, так вы же ими не называете. Вот это меня не устроило. Недостаточно зарабатывал, недостаточно красив был. Скажу так, если Мгм. мужчина недостаточно зарабатывает в плане того, что меньше меня зарабатывает, если я понимаю, что для него он еще не дошел до того уровня, да, а у меня не такой прям мега какой-то уровень, да, если он не дошел до Я этого не знаю, уровня, 10 тысяч плюс это мега уровень в Азербайджане. Вы зря так недооцениваете свой уровень. я не называла цифры, сколько я Я не знаю, зарабатываю. сколько вы, но я предполагаю, потому что я видел на вас, вы сейчас сегодня более скромно одеты, я ваши предыдущие наряды видел, Cartier, Tiffany, Van Cleef и прочее. Вы не Вы похожи очень на человека, наблюдательный, который конечно. меньше, чем 10 тысяч зарабатывает. У меня очень щедрые родители. А это от родителей. Не всегда. Что-то я Да. сама покупаю, что-то родители, и это Ну, сейчас адекватно. Шанель, да, кажется, да? Ага, окей. Я Не, думаю, вы сигналы сразу посылаете. Смотрите, Поэтому мужчина, который к вам вы, подходит, кстати, если он не разбирается во всем этом, да, может молодой парень, который думает, это что не это фейк сигналы, сумма, Фархат там, я Бey, не это знаю. не сигналы. Не сигнал это. Я эстет, я обожаю Ну, красоту, эстетика же не я обязательно обожаю, бренды, не обязательно же я, Tiffany. я эстет, я обожаю люкс. Это правда. Почему? Потому что это очень красиво. И в этом для меня есть определенная ценность. Да? Я А зарабатываю. женщины, которые одеваются с сумме, они не эстетичные? Конечно, эстетичная. Кто вам сказал? А Я говорю, почему люкс? Подождите, я себя Мгм. ни с кем не сравнивала, меня не надо с кем-то Нет, сравнивать. Я почему говорю, что Tiffany Chanel это как бы эстетика и люкс? для Просто меня, золотое для изделие с меня там no-name это... особая красота. Для вас это особо. Вы не думаете, что вы жертва маркетинга? Нет. Если бы я была жертвой маркетинга, я бы все деньги тратила на это. Я Мгм. очень благоразумно трачу. Бриллиантовое кольцо, кажется, она от Tiffany или там куплена в центральном универмаге. Я, кстати, не принципиально в этом. Окей. Ну, Вообще вы не просто говорите, вам принципиально. люксовые Нет, нет, бренды нет. нравятся. Мне нравится сочетать это все, да, Окей. красиво. На мне бывает Zara, да, но колье Шанель, допустим, может быть. На мне может быть, я не знаю, за 50 манат какой-то наряд. Но себя я ощущать буду просто шикарно в нем, да. Я не Там вещи же не принципиально в делают этом. нас счастливыми. 100%, Мы свою ценность не видим в 100%. вещах. Но деньги тоже очень важны. Никто не спорит. Да. Так вот, что в последнем партнере не хватало? Не партнере, извиняюсь. Тот, кто пытался, испробовал свои шансы. Ко мне сватаются либо мужчины слишком современные, Что значит слишком современно? у которых нет духовности, от слова совсем, которые могут позволить себе алкоголь и так далее. Для меня это неприемлемо. Алкоголь, курение даже не хотелось бы, если честно. Мне бы хотелось, чтобы у нас ценности, приоритеты совпадали. Чтобы мы вместе спортом занимались и так далее. Еще зожник он должен быть. Нет, я Мусульмане не зожница. Я вообще не зожница. Вы не зожница? Я обожаю кушать, я очень много кушаю. Я очень вкусно и много потом кушаю. просто много сжигаете, это потом на спорте. Вообще нет, я 2 раза в Просто неделю. не похож на человека, который много кушает. Это генетика. Мгм. Благодарю. Это генетика. А вторые – это те, которые хотят, чтобы я покрылась и закрыла блог и вообще не коммуницировала вообще с мужским полом, даже вот с двоюродными братьями, настолько. В финале я вам хочу такой вот вопрос задать. У нас с вами еще один подкаст будет. Арион Тарабан озвучил 4 ожидания женщины от мужчины. Первое, чтобы он был романтичным. Второе, чтобы он был привлекательным. Третье, чтобы он был ресурсным. И четвертое, чтобы он был лояльным, верным. Это описание принца Чарминга с романов. Таких мужчин не существует в реальной жизни, что все 4 были. 3 – это джекпот. Обычно у мужчин 2. Какие 2 бы вы выбрали, если только этот был бы выбор? Романтичность, страсть, привлекательность, ресурсность и лояльность. А что для вас ресурсность? Деньги.
Верность, однозначно, первое. Колебаюсь, конечно, над ресурсностью и страстью. Хотелось бы 3. 3 это джекпот, дай бог найдете. Дай А бог, если иншаллах. в среднем мужчина двумя обладает этими качествами, какой второй будет? Я не могу выбрать 2. Не, так нельзя, надо выбрать. Ну, это мой выбор. Я выбираю 3. Это страсть, это ресурсность и верность. Это то, что я тоже могу дать мужчине, так сказать. Отлично. Спасибо вам большое за интересный подкаст. Мы еще раз с вами встретимся, потому что больше, чем час, все равно никто не будет нас смотреть. А мы очень много полезной информации дали для молодых и не особо молодых парней и девушек тоже, чтобы нашли, не знаю, свою любовь, свою пару, своего человека. Спасибо вам большое, Нуранхан. Вам спасибо большое за приглашение. Было очень интересно, но под конец я бы тоже задала вам Давайте. вопрос. А что вы выбираете? Что для вас важно в женщине увидеть? Помимо того, чтобы она не была ревнивой, помимо того, что она должна быть еще каких-то качеств. Что для вас важно? 3 компонента, скажите мне, самых главных. Понимать меня, принимать меня, принимать меня. Красота и трудолюбие. Хорошо. Спасибо большое. Вам спасибо. Я хочу обратиться к женщинам и мужчинам. На самом деле, чтобы полюбить и выйти замуж, нужно реально понимать себя, нужно реально заняться немножечко психообразованием и довериться. Кто-то Всевышнему довериться, кто-то Вселенной, да, у всех своя вера. И расслабиться. Спасибо большое еще раз. Пожалуйста. До скорых встреч.